Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рыбы, мои любимые рыбы и рыбки. Таро прогноз на 2026 год. Старинный цыганский пасьянс, события с первых дней года и до конца мая. Кто-то спросит, а почему до конца мая, почему не до конца года? А дело в том, что новая точка отсчета или нового отсчета 26 апреля, когда Уран у нас переместится из знака зодиака Телец в знак зодиака Близнецы. И к этому времени Плутон у нас уже находится в знаке зодиака Водолей, а май – это первый месяц, когда новая энергия входит в нашу жизнь. Две могущественные планеты трансформации и перемен окажутся в воздушных знаках зодиака, запуская перезагрузку матрицы нашей судьбы. И это касается каждого из нас. Поверьте, это не просто слова, потому что нам, скорее всего, придется адаптироваться как к внешней какой-то ситуации, но так и одновременно корректировать собственные планы. Тут что-то пойдет иначе. 2026 год – это небесный мост между прошлым и будущим за счет конфигурации и планет, и мы можем это назвать как петля реальности или физики, петля времени, в которой нарушается причинно-следственные связи. И кто-то спросит, это вообще для чего? Мне-то это куда применить? А вот вы представьте, что если предыдущий период, хотя он для многих из вас где-то имел долгую дистанцию и вам напоминал турбулентность, поверьте, это была еще какая-то более линейная функция или, ну, это причинно-следственная связь, та, которую мы могли где-то предвидеть, просчитать, да? А здесь график хаотичный становится. И что мы чувствуем? Словно несколько прежних периодов жизни мы проживаем в один момент. И это будет касаться и вашего опыта, это будет касаться вашей мечты, мои дорогие, где-то ваших желаний. С одной стороны, мы говорим опыте. Это значит, вы об этом уже думали или мечтали. Вот здесь тысяча дорог в одной точке могут сойтись. Поэтому давайте мы с вами рассмотрим, конечно, оставимся реалистами, но на картах пасьянса. Мы зададим картам вопросы, а они больше на события. На пороге каких событий вы стоите с первых дней года? И как эти события окажут влияние до конца мая? Чему уделить внимание? Чего ждать? К чему приготовиться, самое главное? Что произойдет? А я хочу пригласить вас на свой сайт. Я оставлю ссылки в описании под видео. Коридор возможностей есть такая статья. Ну, есть и другие за последнее время опубликованные. Подсказок будет больше, потому что там у меня больше с позиции астрологии, не карт. И выпадает мечи, тревога. Вот есть какая-то тревога. Может быть, это задуманная вами тема. Получится, не получится. Ну, давайте дальше рассмотрим. Может быть, это как сфера жизни, в которой вы пока не чувствуете базиса, не чувствуете уверенности. Или в каком-то вопросе, который несколько подзастрял в чем-то. Ну, тревога – это может быть даже, когда мы себе сеанс самокопания какой-то устраиваем. А для вас, смотрите, открытый путь. Ключи в ваших руках. У кого ключи в руках? Если мы о Таро, о Иерофанта мы говорим, это по судьбе. Все то, что случается, это можно смело сказать судьбоносно. И, знаете, это, правда, могут быть и темы, которые нам знакомы, но нам их как будто нужно переложить на новую реальность, на новый статус, на новый прогресс. Именно спросить себя, это будет прогрессом на последующий период или это уже нет. Некоторая такая, знаете, как ваша собственная трансформация внутренняя, когда захочется, вот откуда тогда эти мечи, как будто может казаться, я как в невесомости, не на что опять же опереться, и идти вперед приходится. И, ну, я могу предположить, что как земля уходит из-под ног, а тем не менее, не добавьте себе действительно какого-то самокопания, спокойное течение жизни. И для кого-то из вас именно когда, может быть, прежде что-то происходило, а здесь словно, ну, может быть, с первых дней года
ничего не происходит, спокойное течение жизни. Но тем не менее, путь какой-то открывается. Может быть, за вот время этого спокойствия относительного, скажем, и мысли в порядок нужно привести, и более того, вам с чем-то определиться. Или с кем-то определиться, тоже такое я допускаю. Может быть, вы и новость какую-то получаете. Ух ты, да точно новость какая-то. Колокол, мои дорогие, это та новость, которая неожиданна. Может быть, это и чаще. Это не то, что связано напрямую с вами. Или это вы как бы инициировали, это ваше желание. Это может быть средство массовой информации, то, что мы слышим. Это может быть новость или известие, которое нам приносит конкретный человек. Но нам нужно с этим провзаимодействовать как-то правильно. И, конечно, колокол, это, знаете, мы это изменять не можем, потому что это от нашего желания не зависит. И тем не менее, как свою какую-то иную траекторию мы должны выстроить. Но тут ведь такой момент. Не было бы счастья, несчастье помогло. Но это условно, я не более чем поговорку. Потому что по колоколу иногда, знаете, да, действительно какая-то информация, которая нас так вот... Есть фраза «оторопь берет». Ну вот где-то так. Ни в какие ворота, мы говорим, не лезет, да? Ну вот да, вот мы себе какие-то рамки поставили, какое-то пространство свое ограничили или пространство нашего понимания. А это тут ломка как раз шаблона и происходит. У кого-то вы слышите информацию и решаетесь на поездку, на переезд. У кого-то, может быть, это то, что вы будете планировать, потому что в пасьянсе, когда совпадает дорога и ключи, это куда-то далеко. Другой город, другая страна. Или вообще что-то вот такое более по расстоянию, удаленное. Хотя не обязательно, у кого-то может быть просто много передвижений, мои дорогие, может быть и мелких. Вот как раз той местности, где вы находитесь. Но это будет вам нужно тогда как ключ для каких-то новых начинаний. Или то, что вы запланируете, а потом будете, ну, как готовить или готовиться к этому переезду. Да, тут похоже у вас, посмотрите, часы. Это карта добрых перемен. Да, вроде как. Вы люди очень интуитивные. И я могу предположить, доверяете себе, потому что то, что вам вроде как кажется, тут вроде и не кажется. Это то, что пока, может быть, не поддается логическому смыслу, а это очень символично. Как и конец 2025 года, так и его начало. У нас в нашей жизни будет много и информационных потоков, так и, может быть, это будет связано с людьми. Все то, что мы видим, слышим, оно не вписывается, опять же, в рамки нашего понимания. А вот как раз подсознание, интуиция дает правильные подсказки. Для вас дважды, потому что вы очень интуитивные люди. Вы вообще мудрые люди. Рыбы знают все. Даже дети рыбы удивляют порой тем, что они заявляют или говорят. Есть такой момент. Поэтому пользуйтесь, мои дорогие, всем тем, чем вас наделила природа. Но у нас такой период, когда мы можем что-то и рассчитать, и предполагать, а тут раз тебе и все перевернулось. А если мы так немножко поразмышляем, то можем прийти к выводу, а ведь я уже об этом думал, или я это предполагала. Вот для вас какая-то даже если метаморфоза, причем, смотрите, спокойное течение жизни и потом какое-то известие. Я, конечно, допускаю, что для кого-то это ваше решение, но оно будет от чего-то отталкиваться. Как будто это как побудительный мотив. И вы как будто решаетесь. И вот эти перемены наступают. Очень добрые перемены, потому что это, ну вот, наверное, как раз о петле реальности. Раньше, может быть, и думали, но думали, показалось, вам не показалось. Смотрите, карта Солнца. Выбор правильного направления. Часто, когда солнце выпадает, я говорю, это месяцев на 6 на 8. То, с чем вы определяетесь в начале года, не только до конца мая. Это будет иметь значение до конца года. Это ясность. У вас ясность какая-то наступит. Вот, кстати, по этой тревоге. Тут, правда, думал, показалось.
а оказывается, не показалось, а я был прав. Учитесь доверять себе. Ну, может быть, и нужно где-то разъединять. Одно дело там, вот ненужная глубокая философия, а другое именно как интуиция. Интуиция – это тандем высшего знания, разума и нашего пережитого опыта. Поэтому если пусть это будут отношения или где-то ситуация по работе, если были какие-то минусы, были какие-то проблемы даже в отношениях, они ведь никуда не делись. Проблема не исчезла сама по себе. Поэтому вряд ли мы можем как будто тут что-то кардинально изменить, если это касается именно через взаимодействие с конкретными персонами. Мы не пришли в эту жизнь кого-то воспитывать или насильственно менять. Ух, точно. Вот смотрите, тут по справедливости что-то должно быть. Карта перевернулась. Может быть, вам действительно придется оформлять важные документы, причем так, чтобы было по закону. Может быть, это и связано у кого-то с визами, с переездом, или это будет связано с недвижимостью, может быть, и так, да, вот мы говорим солнце. Тут самые разные направления, у каждого из вас важно что-то свое. Будьте внимательны, потому что вас будет закон буквально беречь, если вы делаете все по букве закона. Держите где-то баланс. Это внутреннее равновесие, я об этом говорила. Но доверяй, но проверяй. То, что вы слышите, может быть, поначалу вот как с этим колоколом. Шокирующая информация. А если вы себе дадите возможность поразмышлять, начнете искать дополнительную информацию или откуда ноги от этого, у этого события растут, то, скорее всего, у вас какая-то ясность наступает. И, может быть, для кого-то из вас подвести под знаменатель те вопросы, которые тянутся из прошлого, чтобы было для вас какая-то была справедливость. Но тут и ведь это старший аркан. Значит, ничто не происходит просто так. Где-то на начало года причинно-следственная связь, как раз она сохраняется, ведь это причина и следствие карта. Значит, успевайте что-то правильно закончить. Может быть, и буквально документально. До 26 апреля. Давайте узнаем поподробнее, что нового войдет в вашу жизнь до конца мая 2026 года. С чем это связано? Важное событие или чем вам запомнится до конца мая 2026 года, вот этот период? Что или кто появится неожиданно до конца мая 2026 года? Событие, которое изменит вашу жизнь в 2026 году. Что будет радовать, в чем ваша сила, мои дорогие рыбы и рыбки? И карта совет, что нужно услышать или важно знать, на что обратить внимание, потоковая информация, откроем в самом конце. Итак, что нового войдет в вашу жизнь, новое направление? Вот по этой карте всегда корректировка направления. Мы где-то говорили, потому что у вас еще и солнце выпало. Мы думали, поедем в одно место, а мы туда не едем. Мы едем, к примеру, в другое. Или переезд в одно место, а переезд в другое. Мы думали, что какая-то наша жизненная траектория, вот она пойдет в одном русле. Нет, тут мы вносим коррекцию, потому что есть какие-то внешние события, которые или люди, у кого с чем связано, когда нам тоже приходится это корректировать. И, кстати, пажи, новость. Это та новость, которая правдивая новость. Может быть, есть, вот как, опять же, возвращаясь к колоколу, что мы не можем это исключить. Может быть, мы там и думали много чего, а реальность нас возвращает как раз к тем событиям, которые происходят в нашей жизни прямо сейчас. И это для вас как новая точка отсчета. По этой карте не случайно аркан справедливости перевернулся. Мы ищем правду, и мы ее находим. Правильная работа с информацией и, опять же, мечи на справедливости всегда тоже как бы энергия и воздушная. Поэтому правильное согласование, сделать что-то по закону, это значит себя дважды обезопасить. Ладно, давайте еще узнаем, что нового войдет в вашу жизнь. Да тут много новостей. Будут и те новости, конечно, которые радуют. Это события, которые вас, мои дорогие рыбы и рыбки,
воодушевляет, это хорошее настроение. Но есть и то, когда нельзя замечтаться. Может быть, это у кого-то из вас вопросы, связанные с детьми. Кто-то, правда, меняет направление, у кого-то, может быть, даже знакомство. Может быть, и с человеком младше вас, хотя я не утверждаю. Но, в принципе, 2 пажа, да все новое, 2 каких-то новых события. Или 2 информации. Или как одно направление, но для этого направления как воодушевление, какая-то перезагрузка внутренняя. Вот от вас будет очень многое зависеть, как будто мы сидим под дубом. Возьмись ниоткуда вот этот кубок. И если это мы говорим работа или какие-то ваши достижения, может быть, и есть какое-то предложение, которое поначалу не хотите вы это рассматривать, выглядит оно как-то непонятно. Мы можем потерять время. Почему? Потому что мы думаем, ну, появился кубок из ниоткуда, волшебство. Ну, и завтра, глядишь, появится, и мы упустим время. Мы можем точно так же находиться в собственных предубеждениях и думать, что вот мы сейчас правы. Короче, не упустите какую-то возможность, иначе вы действительно тут шанс какой-то вам судьба дает. Что нового идет в вашу жизнь? Выбор нужно делать, мои дорогие. Где-то мы с вами об этом долго говорили. Будет и новая информация, будет и ваша, как знаете, какая-то новая тема для большинства из вас, которой вам захочется заниматься, которая вас заинтересует. Может быть, и будет связана с человеком. Но правильно разделить, да, зерна от плевел. И увидеть, может быть, этой информации будет очень много, все-таки 2 пажа, и она такая разношерстная. Есть, может быть, вот которая приходит даже, ну, вы хотели чего-то другого, а реальность вас именно к этому склоняет. Может быть, вот то, как, что идет по пажу мечей, именно то, что, ну, мы воспринимаем где-то так остро, колюче, и будет иметь значение, как вот этот волшебный кубок. Его нам нужно не упустить, потому что по пажу кубков мы можем быть наивными, доверчивыми. Вот переложите это значение, и это ведь подсказка, потому что это будет связано с чем-то новым, в чем вам придется делать выбор. Важное событие. Чем запомнится вам этот год? Ух ты, карта императрица. Конечно, это карта, которая может говорить о ваших близких, о любимой женщине, мои дорогие мужчины. Хотя я не исключаю, что это руководитель проекта. Почему нет? Для каждого из вас это как символ нового «я». Это ломка, может быть, даже если и проходит по Урану, да, но значит, это ведет к вашему новому статусу, к новым возможностям, мои дорогие. Для кого-то из вас это будет карта, когда действительно вот у вас тут выпадали перемены и одновременно переезд, когда вопросы жилья для вас решаются, потому что по императрице важно все. Все то, что в целом составляет слово благополучие. Это и дом, это и материальная составляющая, это и личная жизнь. И это как важное событие. Может быть, это и вообще, в принципе, есть какие-то партнерские отношения с важной персоной, которая вам, ну, где-то оказывает помощь, содействие, да. Есть такой момент. И вам, ну, как-то вот нужно тогда правильно это переложить все равно на будущее. Здесь, знаете, нельзя просчитаться с чем-то. Как это касается и новостей, но я могу сказать, что это касается точно так же и людей. Но здесь важное событие именно как смена вашего статуса. Изменение, может быть, у кого-то имиджа, мои дорогие. По этой карте, знаете, когда как жизнь наша, она в других красках начинается. И я должна сказать, для вас, мои дорогие рыбы и рыбки, ведь правда более продуктивный период. Более того, здесь, знаете, еще вы могли не чувствовать это, но у нас с лета 2025 года Юпитер находится в знаке зодиака Рак. И это оказывает влияние на многие знаки стихии воды. И если поначалу, до осени, это была какая-то путаница, там даже могли быть очень сложные периоды, то постепенно, шаг за шагом, к концу года 25-го и уже в 26-м году, не только до конца
мая, а на более продолжительный период, вот как раз это время возможностей. Где-то об этом тоже говорит карта, что время твоих возможностей наступает. Потом у нас переместится Юпитер в первый дом, ну, как бы в знак зодиака Лев, тоже летом произойдет. Но в Раке он окажется во втором доме гороскопа, отвечающем за финансы. И тут еще происходят у нас и другие конфигурации, когда мы на более длительный период отстраиваем как вот символ нового «я» и решаем вопросы денежные, жилья, все то, что касается благополучия. В целом это характеризует карта императрица. Поэтому не случайно у вас выпадает солнце, и это правда, это более продолжительный период. Дорога к солнцу, дорога к счастью. Вот важное событие, не упустить, вы себе потом скажете спасибо. Что или кто появится неожиданно, а это хаотичная информация. Это люди, которые сегодня обещают, или утром пообещали, вечером забыли. Или это те люди, которые вы можете на них положиться, а этого не следует делать. И не потому, что вас кто-то нарочито хочет обмануть, а ему нет дела до вас. Он или какой-то конкретный человек в вас заинтересован. А интерес, как известно, это не про верность, это не про искренность, а это именно про интерес. Он сегодня есть, а завтра его нет. А то и быстрее. Утром был, вечером куда-то пропал. Поэтому перепроверяйте информацию. Как бы работа с информацией вам предстоит. По крайней мере, работа с большим объемом информации может появиться неожиданно. Может быть очень много новых людей. Тоже неожиданно. И речь не идет о доверии. Поэтому слушайте интуицию. Но здесь в целом доверяй, но перепроверяй, потому что и людей, и событий, и информации будет много. Давайте я еще одну карту. Что или кто появится неожиданно? Учись сохранять себя и все, что тебе дорого. Тут правда. Иногда это, знаете, как с вами могут спорить. Может быть, этих споров где-то будет даже много. Может быть, это, знаете, как вас к чему-то могут призывать. По этой карте нас могут призывать. По этой карте нас могут водить за нос. Вот почему тут нужно и вроде как не упустить, но и быть вот этим рациональным. Посмотрите, я думаю, видно, вот это поближе поднесу. Нам здесь молодой человек очень сосредоточенно изображен. То есть он понял, да, есть одна правда. Что мне там говорят, что мне там обещают? Нет, вот на данный период времени есть конкретно вот это. Оттолкнусь от того, что имею. Поэтому мы направление меняем, потому что понимаем, есть реальность. Но есть и то, что вам нужно сохранить. Давайте еще, что или кто появится неожиданно. Я должна даже сказать, вот в этом дуплете вы узнаете, можете, тайну о каком-то человеке, что человек жадный. Карта скупердяя, жадины. Поэтому себя сохранять нужно дважды. И, может быть, человек пытается где-то манипулировать. Вот я такое не исключаю, я не утверждаю, конечно. Любой расклад это о чем? Но у вас карта императрицы. Будьте гибче, будьте мудрее. А если нужно, то и хитрее. Ну, без этого, видимо, никак. Кто или что появится неожиданно. Вот у вас, между прочим, может быть такой человек, королева жезлов, который рожден под знаком зодиака, стихии огня, Овен, Лев, Стрелец. Ну и неважно, тут королева может быть у кого-то девушка, женщина, у кого-то и мужчина. В целом, вот чтобы ответить на этот вопрос, кто или что появится неожиданно. Неожиданно какой-то человек, или пусть это даже асцендент, но это те персоны, которые нас притягивают, есть в них магнетизм. Но рядом-то пятерка жезлов, и чаще карта королевы жезлов говорит нам, она на своей волне. У нее свои какие-то планы, и о тебе никогда об этом не расскажут. Да, тайно умеют хранить эти люди, но они будут поступать так, как выгодно, к примеру, им. Опять же, потому что пятерка жезлов. Я допускаю, мы все разные, может быть, человек именно действует в рамках собственных интересов. Все то, что мы сказали, да? И вы узнаете, что, елки-палки, вам говорят, может быть, вот, к примеру, будьте внимательны, я такое могу допустить, но пусть не для всех. Карта императрицы, ведь это карта помощи. Может быть, и вы кому-то помогали, и тут вы понимаете, что это ж надо, а у нас Херон в Овне, символ израненного целителя.
или какой-то повторяющейся истории. И тут вы понимаете, я какое-то время, может быть, и годы помогал конкретному человеку, а он за это время не успел какую-то сумму накопить, а я остался ни с чем. Будьте жадинами, потому что вам будут встречаться, может быть, не один такой человек, а много таких людей, которые просто к вам имеют интерес. Или интерес материальный, мои дорогие. Поэтому учиться себя сохранять по-новому совершенно необходимо. Может быть, вот этот магнетизм, он и притягивает. Нам хочется верить, нам хочется дружить, нам хочется познакомиться поближе. Ну так и не замечтайтесь. Розовые очки на себя не одевайте. Выбор все-таки придется делать. Ладно, давайте узнаем события, которые изменят вашу жизнь. Вот смотрите, информационный хаос, мы с вами говорили. Третий паш. Самые разные события. Но, скорее всего, вы будете чему-то учиться, осваивать. Может быть, как какие-то скиллы, навыки. Кто-то учить язык, кто-то адаптироваться или планировать переезд. Пусть вы ничего не планируете, адаптироваться как новый человек в вашей жизни. Может быть, у кого-то и пополнение в семье, почему нет, с учетом карты императрицы или ожидаемое пополнение. Ну, мы все разные. И пусть это у кого-то это именно вашей пары касается, а у кого-то это и внуки, правда? То есть мы все разные, давайте будем так реально смотреть. И это тоже карта реальная, потому что паш пентаклей. Мы понимаем, зачем мы это делаем, для чего это нужно. Но это может быть какая-то и новость, которая будет связана и с обучением, и с возможностью заработков. Как нам нужно что-то изучить, чтобы получить или конкретную должность, или конкретную работу. Событие, которое изменит вашу жизнь. Ну, приготовьтесь. Тут вам будет, наверное, 3 пажа, да? И плюс еще вот этот информационный хаос, да еще и восьмерка жезлов. Говорят о том, что это много неожиданной информации и много неожиданно появившихся людей, которые в одну сторону один тянет, другой в другую. Для вас будут создавать вот эту многозадачность. И ваша задача, это ваша, знаете, как основа вашего благополучия. Быстро проанализировать, в какой вопрос вам нужно включаться, а в какой нет. Потому что информации будет настолько много, но важная может быть одна. Понимаете? И поэтому ее будет важно не упустить. Это нужно услышать. Ведь по восьмерке жезлов это мы или кто-то получит буквально какую-то бумагу, как какой-то конверт или какое-то сообщение в нашу цифровую эпоху. Или то, что вы опять же как по колоколу услышите в средствах массовой информации. И вы набираете темп, она как будто вот эта самая перезагрузка. Петля реальности, петля времени. Это и есть событие через информацию, которая меняет вашу жизнь. Как-то так. Что будет радовать? В чем ваша сила? Ну, в продолжение. Карта обучения, карта освоения новых навыков, скиллов, нового ремесла. Да, тут нам говорят о том, что работа в команде, ну, может быть, и команда, или конкретно там есть человек, в зависимости от того, что вы себе будете планировать. Но мы тоже изучаем. По этой карте мы не просто ради любопытства это изучаем, а те новые знания, которые вы освоите, вы сможете употребить на практике, и это где-то изменит ваш статус, сделает вас более ресурсными. Или когда поможет изменить качественно материальную составляющую в жизни. Но начинается это с какого-то обучения. И одновременно по этой карте я часто говорю сдача экзамена. Вот какой-то у кому-то из вас получить сертификат, может быть, придется и быстро пройти курсы до конца мая и получить этот, в конце концов, сертификат. А для кого-то это жизненный экзамен. Вот это опять же петля времени, петля реальности, когда вы, ну, вам совершенно сделать необходимо какой-то качественно иной, как прыжок в будущее, потому что не случайно все-таки открытый путь тут у вас выпадал, да, и дорога, и перемены добрые на пороге, да еще и солнце, которое имеет продолжение, вообще вот тот путь, выбор, да, очень важное решение. Может быть, правильный анализ того, что вы слышите, но в конечном итоге вам это все помогает, потому что это вас будет радовать. Вы с чем-то определитесь до конца мая. Карта совет, что нужно услышать, что важно знать.
Идите туда, куда вас зовет душа. По этой карте может быть предложение, правда. По этой карте вам дороги помогают, потому что все-таки рыцарь– это и действие. Действие, значит, нужно, конечно, нужно осмыслить, но здесь у вас на кону стоит какое-то очень доброе продолжение. Может быть, это будет действительно дорога. Вы хотели долгое время переехать, но не знали куда, как, каким образом. Вот здесь может быть такая информация, а вам придется на это решиться. По этой карте мне то, что тебе транслируют как совет, это будет важно, важно услышать. То, что тебе транслируют в первый момент, или то, что в отношениях начинается красиво, не обязательно, что это будет также продолжено. Вдохновиться моментом хорошо, но от того, что вам просто обещают на словах, не стоит доверять, потому что это может как началось, так и закончилось. Карта говорит, что тебе вот то, что новое к тебе приходит, оно тебя как будто вдохновляет. Но основу твоих побед будут означать или будут составлять как изучение, правильная работа с информацией, выбора не только правильного направления, а еще и все же я тут вижу правильные, может быть, люди или вот чья-то поддержка, какой-то конкретный человек. По аркану императрицы мы ведь тоже можем так, да, рассматривать эту карту как важное событие. Может быть, один есть сейчас человек, который для вас наиболее надежен. Тогда держитесь этого человека, потому что для вас это тоже может быть тот очень важный элемент в вашей судьбе, который буквально вам помогает. Потому что здесь, знаете, может быть такое, что вы с чем-то не согласны даже с хорошо знакомым человеком, ну, к примеру. И тут разные сферы жизни. А вот как раз что-то новое нас вдохновляет, как бы зовет за собой. Но, видимо, вовремя разделить зерна от плевел для вас совершенно необходимо. Потому что по этой карте вдохновение идет, да, но надежности там нет. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые рыбы и рыбки. А я благодарю за то, что вы смотрите мои видео. Подписывайтесь на мой канал, оставайтесь со мной. Я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.